Привет, дорогие друзья! Привет вам из Воронежской области. Мы тут открыли филиал «Мой чай». Вот видите, чайный клуб, аутдор. Мы решили вернуться к корням. Шифер, полиэтилен, старые доски, куски пней и уют, покой. Главное, что тенек. Тема сегодняшнего блога у нас будет чай или кофе. Что же сильнее действует и как можем противопоставить, или нужно ли вообще это делать, эти напитки. Ну, я честно сразу скажу, я сам кофе не очень люблю, просто, не знаю, не мое. Так как все-таки я, опять-таки, сказал, что кофе я не очень люблю, я его не пью, и пить мы сейчас будем Шупуэр, вот такой вот наш Мэнхай Яшэньчха, то, собственно, мы поговорим о том, насколько же все-таки действует действие чая, можно сравнить с действием кофе и насколько он сильно бодрит, есть ли какая-то разница в воздействии и так далее. Сразу скажу, что, конечно же, многие так или иначе читали информацию, что во многих сортах чая в целом кофеина больше, чем в кофе. То есть он там более выражен, и вообще состав чая, он более сложный с химической точки зрения, и поэтому, в общем-то, и воздействие тоже более комплексное такое и более сложное, чем у кофе. Самое первое и самое простое, то, что нужно знать, то, что кофеин, который содержится в чае, его часто называют теин, он на самом деле в более таком сложном соединении находится, то есть он связанный с другими всякими веществами, и поэтому он усваивается значительно дольше, чем кофеин, который в кофе, и поэтому, когда вот человек, который, например, привык пить кофе, он хочет попробовать чай и попробовать его действие сходу, особенно первый раз, когда там, он может не сразу заметить, вот я выпил, и что, и где вот это вот. Когда ты кофе пиваешь, сразу, оп, все, бух, побежал. Но, собственно, так же, как ты, когда выпил, бух, побежал, так же тебя и это кофе и отпускает сильно. То есть, получается, истощаешь очень быстро свои ресурсы, и тебе нужно постоянно еще кружку кофе. И таким образом, в общем-то, это получается не очень позитивное воздействие на сердечную мышцу, то есть постоянно вот эти вот скачки, резкие именно скачки, они не очень хороши. С чаем же есть обратная история, то что чай тоже действует и тоже достаточно сильно, но за счет того, что соединения химические в чае более сложные, я сейчас говорю абстрактно о любом чае, не только там о пуэле, который я сейчас пью, но важно то, что у вас эта волна состояния воздействия чая, она получается более длительная, можете ощущать это действие там несколько часов, например, то есть вам не нужно постоянно там вот кружку докидывать. И воздействие само по себе на организм, оно у чая гораздо более мягкое. А насчет каких-то отдельных сортов, которые бы я советовал тем, кто хочет именно пить чай для бодрости, чтобы именно взбодриться, чтобы почувствовать какую-то такую вот энергию сильную, то, конечно же, самый классический чай – это Шупуэр. Это такое, можно сказать, топливо рабочее, как многие называют. Для многих это очень чай пробуждения, чай утра. То есть, когда ты проснулся, заварил пуэра. Причем сейчас я завариваю очень простым способом, то есть просто гайвань, чашка с крышкой, пожалуйста, там, не знаю, и несколько пиалочек. То есть, в общем-то, даже для этого не обязательно каких-то церемоний там, или что-то еще, либо можно просто закинуть пуэр сразу в термос. Это самый неприхотливый из всех китайских сортов чая, то есть многие чаи требуют большего внимания, пуэр же как бы этого внимания, конечно, требует, если вы заварите внимательно, он будет вкуснее. Но при этом, если вы будете к нему максимально, скажем так, невнимательны, он тоже это может простить. Поэтому заваривать пуэр можно, в любом сосуде практически, хоть в кружке. И вы вот сильно этим его не испортите. Поэтому, да, Шупуэр очень хорош. Дозировку можно выбирать, каждому свою. Это уже индивидуально. Потом, значит, тоже очень сильный чай чао-ча. Чао – это жареный по-китайски, чай – это чай, собственно, это жареный улун гуандунский. На севере провинции Гуандун выращивается, тоже такой достаточно древний чай, не настолько раскрученный. Потом тоже очень сильный в плане бодрости, я думаю, чай Любао, тоже менее известный, но на самом деле этот чай – это прародитель пуэра. Он появился значительно раньше, чем Шупуэр. На основе технологии производства вот этого чая, в том числе была придумана в 70-х годах прошлого века технология производства Шупуэра. Вот этот чай тоже очень хорош, тоже бодрится, иногда даже бывает он чем-то мощнее, чем Шупуэры. Очень рекомендую. Под видео, кстати, будут ссылочки на эти чаи и более подробная информация, можно будет посмотреть. Кроме того, еще гуандунские улуны, тоже север провинции Гуандун, там выращивается улун, чай, в том числе один из видов, и тоже считаются по праву очень, они сильные, бодрящие. Далее идут шен-пуэры или сырые пуэры, молодые пуэры, которые можно еще называть зелеными пуэрами. Они тоже достаточно сильно бодрят, но тут уже индивидуально, в зависимости, во-первых, от выдержки. Некоторые пуэры, которые, например, помоложе, они такие более резкие, и люди, кто только-только начинают с ними знакомиться, они могут не ощутить вот эту вот, скажем так, разницу
начать их заваривать так же, как шу, и он начинает очень сильно горчить. На самом деле надо просто меньше класть, быстрее сливать. То есть с шенами надо немножко быть более внимательным в плане заваривания, особенно с молодыми. Шу же, как я уже говорил, самый такой простой народный чай. Возвращаясь к теме, все-таки пуэр ли или кофе, или, может быть, там какую-то составляющую экономическую, потому что когда вы покупаете чай в прикладных целях, именно, чтобы вот мне нужен каждодневный напиток для бодрости, скажу, что, например, вот такая вот лепешка, она стоит там где-то 1500 примерно рублей, здесь 357 грамм. Я сейчас заварил кусочек, наверное, может быть, весом, ну, я много положил, я положил грамм, наверное, 15. На самом деле вполне хватает грамм 6 на сосуд объемом 150 мл плюс-минус. Либо если вы кладете на кружку, то может вполне хватить и граммов 3-4 настоять, и, в общем-то, у вас хватает чая. Поэтому обычно такого блина, даже тем, кто пьет его каждый день, хватает на месяц, иногда плюс-минус больше, меньше, то есть это очень по-разному бывает. Я в любом случае рекомендовал бы, конечно, чай, без всяких абсолютно сомнений. Проверил на очень многих своих друзьях, кто раньше пил какие-то другие напитки, не только кофе, но там даже энергетики, еще что-то, то, что очень сильно благотворно изменилось отношение. Многим пуэр поначалу кажется таким чаем, скажем так, непривычным по вкусу, какая-то там земля, что-то еще, поэтому как раз я и обозначил другие сорта, которые тоже можно попробовать, если вам не нравится пуэр. В переходе, скажем так, с кофе на чай, этот момент, он очень быстро начинает заметным быть. Кроме того, на самом деле не обязательно переходить. Я знаю некоторых людей, кто любит и чай, и кофе, и пьют и то, и другое, и абсолютно не чувствуют каких-то в этом проблем. То есть я тоже такой, знаете, не фанатик в этом плане. То есть я лично не люблю, просто мне хватает чая. Есть кто пьет все из каких-то гурманских соображений, и поэтому это тоже нормально. Еще немножко добавлю насчет бодрящих напитков. В целом, раз уж мы о них говорим, упомяну, конечно, мате, паду парагвайский, тоже знаменитый напиток Южной Америки, Латинской Америки. Большей части его пьют в Парагвае, в Аргентине и в Уругвае, немножко на юге Бразилии. Ну и, конечно, тоже начал завоевывать другие рынки. Стал очень популярен, тоже очень сильный такой энергетик бодрящий. На основе делается он из листа паду парагвайского. Как я уже говорил, много на канале, кстати, видео об этом тоже и из Парагвая, и просто рассказывать о том, что такое мате. А с мате очень важно правильно его употреблять, то есть обязательно из традиционного сосуда, обязательно через палочку перколяции заваривать, потому что если будете его заваривать просто как чай, то ничего хорошего из этого не получится. Он тоже очень хорошо бодрит и очень приятен для лета, особенно для жаркой погоды. Можно заварить его в холодную, тоже делать такой вот холодный настой, заварить его, проливать также холодной водой. То есть много разных есть вариантов. Вот об этом тоже, надеюсь, отдельно еще расскажу. Тоже очень хороший такой бодрящий напиток. И еще, кстати, такой отдельный момент насчет именно, когда вам нужно получить от напитка энергию, очень хорошо эти напитки менять. То есть если вы, например, пьете шу-пуэр, один и тот же, постепенно организм привыкает и в какой-то момент он может действовать немножко слабее. И поэтому тоже важно менять чаи, то есть можно иметь несколько разных сортов, например, шу-пуэра, там, может быть, в какой-то момент это у вас будет там шен или какой-то другой чай. Но, как правило, все-таки большинство, кого я знаю, все с утра шу. Это прям такой, можно сказать, основной русский напиток из чая. Да, но вот менять тоже может быть полезно. И второй момент еще насчет злоупотребления, то, что тоже нельзя, о чем нельзя не сказать, потому что некоторые сорта, если вы пьете их очень много и там слишком крепко завариваете, в какой-то момент это может быть немножко, скажем, пагубно, может сказаться на здоровье, но на самом деле я таких случаев припомню единицы. Это может быть только когда кто-то заварит прям безумно крепко, ну не знаю, там может грамм там, 50 там, на маленький сосуд, там, или там сварить чефир из пуэра. Тоже такое делают, это даже практикуется у нас не только заключенными. Есть кто варит чефир на пуэре. Почему? Потому что он получается более мягкий за счет того, что в пуэре, за счет производства, за счет обработки такое вот скирдования уходит большинство веществ, которые дают какую-то горечь или какие-то терпкость. И получается чай при этом очень сильный по состоянию, но при этом гораздо мягкий. Иногда можно, злоупотреблять я бы тоже таким не советовал. Особенно на голодный желудок не стоит и не стоит перед сном, потому что то есть очень хороший чай в первой половине, в середине дня, чтобы продлить как бы волну бодрости, волну рабочего настроя. Тогда чай будет дарить вам самые приятные эмоции. На этом, пожалуй, все. Всем пожелаю приятных чаепитий. До новых встреч.